Следующий вопрос, что паста не курится 2 часа. Опять же, разберемся по времени курения пасты. Время курения пасты зависит только от количества забивки. Если вы забьете 9-10 грамм, это будет куриться примерно час. Если вы забиваете 12-13 грамм, это курится где-то 1,5-2 часа. Если вы забиваете 15 грамм, это курится 2 часа и выше. И тут надо понимать, что время курения зависит только от количества забивки, потому что мы проверяли, что если взять большую чашку фана и забить туда 25-30 грамм, это может куриться 3-4 часа. Поэтому время курения только зависит от количества забитой пасты в чашку. Мы, как производитель, рекомендуем оптимально забивать 12-13 грамм. Это подходит на любую чашку фанел. Также отлично, идеально подходит для наших двух типов чаш, которые есть от бренда Sacramento и от Глина нашей коллаборации. Это оптимальное количество, которого хватает комфортно курить 1,5-2 часа. Ну и, конечно же, для комфортного курения на протяжении всего времени, которое вы забили, не забывайте менять вовремя уголь и поддерживать температуру на чаше. Следующий вопрос, то что паста долго греется. Одно из основных преимуществ пасты – это ее как раз жиростойкость. То есть это та защита, которая вам помогает во время курения нивелировать высокой температурой и перегревом. Но также есть и небольшой минус, то что в начале при забивке чаши необходимо чуть больше времени, чем табак, чтобы ее прогреть. Но это как бы компенсируется всегда стабильным и вкусным курением на протяжении всего курения. Поэтому, да, действительно, когда вы забиваете там среднюю забивку 12-13 грамм, которую мы рекомендуем, она прогревается там минут 8 под колпаком на 4,25 углях. Это чуть больше там на 2-3 минутки, чем табак, но это, собственно, вначале это чуть дольше прогрев, но на протяжении всего курения это, наоборот, идет и преимущество, потому что высокая жиростойкость позволяет вам защититься от перегрева и сохраняет вкус и стабильность на протяжении всего курения. Следующий вопрос – это какое количество забивок можно получить с одного тюбика. Давайте рассмотрим два варианта. Первый – это тюбик 125 грамм. Его хватает на 8-10 забивок. Кто-то говорит, что получается меньше, кто-то говорит, что больше. На самом деле разберемся в количестве забивки, которую вы используете. Мы, как производители, рекомендуем забивать в среднем чашку 12-13 грамм, и как раз получается 125 грамм хватает ровно на 10 кальянов. Но если вы используете, допустим, в миксе с табаком, соответственно, у вас расход пасты идет меньше, соответственно, вы можете получить больше забивок. Если у вас, наоборот, какой-то большой чашка фанел, и вы забиваете там 15-20 грамм, естественно, вам хватит на количество забивок меньшего. Но мы все-таки рассчитываем на 12-13 грамм на среднюю забивку, которая хватает как раз на 1,5 часа стабильного, вкусного, насыщенного курения. А маленького тюбика хватает на 2-3, потому что маленький тюбик идет 30 грамм, соответственно, две забивки, допустим, по также 12 грамм и плюс какой-то смесь с табаком. Следующий вопрос, то что пасту трудно отмывать от чаши. Здесь, опять же, достаточно соблюдать простейшие правила, то есть после покуру или замочите сразу водичкой, чтобы она не засыхала, либо сразу можно помыть с губкой, и она моментально отмывается. Но даже если вот так получилось, что вы забыли после покура, не разбирали свой кальян, и оно там высохло, то достаточно замочить, опять же, под водой, и губочкой легко протереть. Также бонусом для вашей эксплуатации чаши будет то, что паста после своего промывки не оставляет никаких нагара и следов на чаше, и ваша чаша будет всегда в первозданном, чистом, красивом виде и прослужит вам дольше, чем если бы вы курили на ней табак. Следующий вопрос, который возникает часто, это то, что большой слишком расход углей. На самом деле, то есть, если брать соотношение времени курения на затраченные угли, оно, в принципе, равно с табаком. Просто табак хватает на меньшее количество по времени курения, поэтому и расход угля меньше. Здесь как бы вы курите дольше, поэтому угля чуть-чуть уходит дольше. Ну и в начале, даже при худшем раскладе, то, что вы там используете на 4 углях, прогреваете, на 3 курите, потом этот 4-й уголек также добавляете, также потом сменяете угли. Поэтому, в принципе, на себестоимости это отражается не сильно, но зато у вас получается всегда стабильно вкусный кальян. Следующий вопрос, который возникает часто, почему нельзя забивать пасту в касание. Здесь мы, как производители, не рекомендуем его забивать. Чтобы получить легкий вкусный кальян на протяжении всего курения, без всяких горок, там, насыщенности, дыма, прогрева, то есть просто отступите 2-3 мм от края, забейте, и, собственно, у вас получится всегда стабильный вкусный кальян. Но даже если у вас получился кальян в касание, надо понимать физику процесса. То, что когда у вас соприкасается коллаут с пастой, возникает быстрое
испарение глицерина, ароматизатора и никотина, и, собственно, это может как-то першить и привести к каким-то неприятным ощущениям. Но по факту, даже после касания паста легко восстанавливается. Достаточно продуть, остудить чашу, и, собственно, дальше она будет также стабильно вкусно куриться. Следующий вопрос, который возникает часто у пользователей пасты, то, что паста не подходит для заведений, то, что она долго курится, и, собственно, заведению это невыгодно, когда гости долго курят кальян. Здесь, опять же, надо обратить внимание, то, что время курения пасты в чистом виде регулируется только количеством забивки. Если вы забиваете там 10 грамм, это курица час, если вы забиваете там 12-13 грамм, как мы рекомендуем, это курица 1,5 часа, если вы забиваете больше 15 грамм, это курица 2 и выше часов. Поэтому время курения регулируется количеством забивки, и вы можете легко регламентировать это свое время. Также, когда вы используете в миксе с табаком, тоже количество можно регулировать, поэтому все в ваших руках, и время эксплуатации тоже регулируется. Но тут же надо обратить внимание, что главное не чтобы долго курился, а то, чтобы был вкусный и насыщенный. И чем больше вы используете в своем заведении продукцию на пасте, у вас получается всегда стабильные, вкусные, долгие кальяны. А для гостей это самая главная ценность. Если люди приходят к вам в заведение и получают стабильные, вкусные кальяны, соответственно, лояльность их растет, они чаще приходят, рекомендуют друзьям, и, собственно, все получается такая вин-вин история, когда гости получают стабильные, вкусные кальяны, а заведение получает своих лояльных гостей. Следующий вопрос, который возникает у многих, это то, что теряется сам ритуал и культура табакокурения и забивки кальяна. Здесь надо понимать то, что кальянной культуре больше 100 лет, и изначально люди забивали табак без фольги, курили, потом был табак с фольгой, потом появился Call-Out Lotus, потом после кальянных смесей на табачном листе появились табачные смеси на чайном листе, сейчас появилась паста. Но самое главное преимущество всего этого прогресса то, что улучшаются характеристики самого процесса курения. И есть несомненные преимущества, то, что паста курится вкуснее, дольше, стабильная, защита от перегрева, то, что у вас всегда чистые руки при забивке, и скорость забивки кальяна уменьшается.